Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре автомобиль, который я лично хотел увидеть очень давно. Это Volkswagen Era ID.9X. Это огромный 5-метровый SUV на платформе EREV, то есть последовательный гибрид. Для тех, кто не знает, это электромобиль с генератором под капотом, 1,5-литровый турбовый. Да, Volkswagen официально признал, что за гибридами с большим запасом хода будущее, и выкатил своего конкурента для Lysian L9 и AITA M9. Забудьте про скучный ID.4 или ID.6, здесь все по-другому. 800-вольтовая архитектура, автопилот от момента, пневмо и салон, который больше похож на бизнес-джет. И если раньше немцы учили Китай, как делать машины, то сейчас ощущение обратное складывается. Потому что новый 9X — это ощущение того, что Volkswagen пытается таким образом выжить в новых реальностях. И, честно говоря, попытка очень серьезная. Но знаете, что самое интересное? Наш ярый любитель Volkswagen Антон как-то без воодушевления ехал сегодня на наш обзор. Видимо, не все здесь так идеально, как рисуют рекламные буклетики. Но обо всем по порядку. Поехали! А с чего это ты меня записал в любителей Volkswagen? Ну, у тебя же Volkswagen. Ну, давай так. Почему я сюда ехал без воодушевления? Мне не нравится дизайн. Он прям Серьезно? стыренный у китайских автопроизводителей. Подожди. У кого стыренный? А может быть китайцы стырили дизайн? Нет. Мое мнение такое, что, Антон. что интерьер, что экстерьер, он стыренный Нет. в наглую. Стыренный у тех, кто стырил. Это не считается. Это не считается. Они Слушай, последние стырили, понимаешь? Мне их дизайн очень сильно нравится. Вот внешне это просто красивый автомобиль, аккуратный. Здесь каждый элемент, он выполнен аккуратно. Вообще, что Мне очень касается нравится. всего современного ВАГа, который производится в Китае, который в коллабе с китайцами, мне дизайн пока не заходит, я к нему пока не привык, и я его пока не понял. Друзья, напишите в комментариях прямо сейчас, нравится ли вам дизайн вот этого чуда. Нет, Чудо! слушай, я очень сильно ждал Xpeng Так. GX, да? Мгм. Но я разочаровался в их дизайне. Здесь я считаю, что они сделали гораздо лучше, чем Xpeng GX. Вот наоборот, GX сделан четко, лаконично, красиво. Здесь перемудрено в некоторых моментах и не сходятся пазлики. В GX грубые линии, какие-то несуразные. Здесь же все. Мыльное мыло. Здесь Здесь же каждая мыльное линия, мыло. она... Ребят, это, наверное, один из тех редких случаев, когда у нас по GX и по этому автомобилю вообще не сходятся Да. мнения. Обычно у нас с Антоном желания прям вот одинаковые. Здесь же, слушайте, мне очень нравится автомобиль, он очень красивый. Ладно, давайте все-таки разберемся, что это такое. Это большой автомобиль, 5 метров 20 сантиметров. Для понимания, он длиннее, чем BMW X7. Но при таких размерах инженеры добились невероятного коэффициента аэродинамического сопротивления – 0,253. Для сравнения, AITA M9 имеет 0,279, а Lysian L9 – 0,306. Спереди фирменная матричная оптика IQ Light, которая плавно переходит в световую полосу. Сверху на крыше рог лидара. Это 192-канальный сенсор, который видит все. Никакого лишнего хрома, автомобиль выглядит прекрасно. Выдвижные ручки, огромные 21-дюймовые диски, сзади моноброд фонарей, спойлер и под спойлером скрытый дворник. Выглядит очень красиво, все аккуратно, на мой взгляд. Опять же, сейчас вы уже поняли, что у нас с Антоном это все кардинально отличается. Под капотом здесь стоит 1,5-литровый турбомотор на 143 лошадиные силы. Но, ребят, это не мотор, это генератор, понимаете? Еще раз вам донесу для тех, кто не понимает, что такое последовательный гибрид. Это все-таки электромобиль с генератором на борту. То есть, по сути, вы управляете электромобилем со всеми вытекающими плюсами. А еще огромный плюс данного экземпляра то, что здесь стоит мотор EA211. Это самый популярный ваговский мотор. Его все знают, его понимают, как ремонтировать, все знают его болячки. Это вот тот, который вон там за стеклом? Нет, там стоит 888, а этот уже тот, который универсальный, который используется в Polo, в Seat. В общем, это мощный по продуктивности мотор. Его там миллионами тиражами производили, и вот в случае какого-то жесткого
факапа с этим мотором, его можно купить за копейки. Еще плюс можно отнести 2 петли, обратите внимание, для надежности, да, опять же у нас. То есть, ну, здесь они, конечно, сделали для того, чтобы, наверное, не закрывать логотип, но, тем не менее, капот более надежно так крепится. А у меня вопросик, почему так нельзя открыть? Почему с кнопочкой нельзя открыть? Почему Антон, зажали? Ну, подожди ты, не все сразу. Прыгаем в салон, и первое ощущение – это не Volkswagen. Слишком много заимствования у китайцев. Ну, из хорошего отсутствует жесткий пластик, скучные кнопки, повсюду кожа напа, алькантара, вставки под дерево, выглядит все дорого-богато. Центральное место занимает два экрана по 15,6 дюймов. Разрешение, между прочим, 2,5К. Железо топовое, лагов нет вообще. Плюс тонкая приборка на 9 дюймов и проекционный дисплей. Кстати, вот приборка очень сочная и можно менять различные настройки. Это классно. А вот я бы хотел акцентировать внимание на том, что приборка выполнена, ты видишь как? То есть это не экран. Это вот такой пластик, выполненный под дерево, который не имеет бликов. Не имеет бликов. Как бы солнце не светило, с какой стороны, тут у вас не будет бликов. И это вот интересное решение. Да, он может быть не такой контрастный, как вот обычный LED-экран, да, но тем не менее, вот, обратите внимание, как это все выглядит. Мне нравится он. Когда автомобиль выключен, там просто у вас обычная деревянная заглушка. Нет, смотрится стильно и интересно. Даже как-то сказать, инновационно. Свежо. Да, инновационно. Вот к рулю, конечно же, такой вопросик есть у меня. Он как будто бы недоделанный, что ли. Почему? Ну, мне как-то хочется массивности больше к такому автомобилю. Серьезно? В общем, какой-то у меня такой есть диссонанс. Что... Ребят, у нас сегодня с Антоном просто мнение вообще кардинально отличается. Во всем, Не знаю. Началось с самого начала сидушки. Слушай, вроде как сделано все хорошо. У нас адекватные места под телефон. Жалко, что зарядка беспроводная только с одной стороны. Классно, что здесь есть вот Type-C-шки, и, между прочим, через них можно сделать либо скринкаст, продублировать изображение с телефона, либо можно подключить даже Nintendo Switch. Да, но только почему на 15 Вт с правой стороны? Правый пассажир как будто бы совсем обделен. У него нет ни беспроводной зарядки, ни быстрой зарядки через Type-C. Не могу ответить на этот вопрос. Кстати, вот здесь можно поместить физические кнопки, крутилка такая и переключалки. Все это работает посредством просто магнита. То есть ты вставляешь сразу такой блок сюда, ничего не нужно Вместо крепить. этого Вместо этого чехольчика, да. вот здесь есть контакты. Контактик, да, электронный, магнитный. И все. И все Да. хорошо работает. Ну и здесь мне нравится, что есть холодильник. Открывается он как в одну сторону, так и в другую. Правда, маленький, как будто бы совсем. Ну, знаешь, для того, чтобы бутерброды возить, достаточно. Что я не понял в этом автомобиле, так это вот этого. Ты открываешь, поворачиваешь, тебе солнце вот тут фигачит, а ты ее вытащить не можешь. Ну это же Das Auto. Есть недочет. В общем, интересный автомобиль. У него есть какие-то, знаешь, такие плюсы явные, которые как будто бы китайские автопроизводители не могли сделать. И есть эти же минусы, которые китайские автопроизводители пихают в свой каждый автомобиль. Об этом мы поговорим в конце ролика. Там мы сделаем наше резюме, стоит ли брать его или нет, или вообще взяли бы мы этот автомобиль. А сейчас, Антон, я хочу, чтобы ты показал, протестировал Zero Gravity кресло. Это твоя фишка. Я туда не лезу со своими длинными ногами, а вот тебе как раз будет сейчас комфортно. Давай. А как я тут могу? Версия Ультра-то здесь тоже есть, понимаешь? Да, здесь есть Zero Gravity как на переднем ряду, так и на заднем ряду. Слушай, а имеет место быть, комфортненько. Вот когда ты ждешь, да, кого-то, допустим, супруга пошла делать себе маникюр, довез ты ее, развалился, отдохнул. Фига себе! Лех, там такая магия творится. Слушай, это прям, молодцы. Как у АМ, помнишь, самый первый? Как у АМ, самый первый. Хорошее решение, по большому счету, матрасик бросил и красота. Я же говорю, этот автомобиль выделяется своими фишками. То есть нюансики, да, вот банально крепление под очки, вот такой вот ярлычок. Уже такой плюсик, понькс. Система работает на чипе Qualcomm последнего поколения. А софт писали совместно с китайскими партнерами. Есть управление как и жестами, так и четырехзонный голос. Машина понимает, кто из пассажиров просит открыть окно или включить массаж. К сожалению, здесь не традиционная система, как это принято в Volkswagen Harman Kardon, а Aerosound на 27 динамиков. Колонки встроены даже в подголовники.
Ну а помимо того, что здесь в круг двойные стекла, здесь еще активная система шумоподавления. Даже в арках стоят микрофончики, которые считывают шум и заглушают через динамики все это дело. Компоновка 2+2+2. Второй ряд – это раздельные кресла-атаманки. Нажимаете одну кнопку, и кресло уходит в режим нулевой гравитации. Подогрев, вентиляция, 10-точечный массаж – это уже все в базе и все включено. По безопасности здесь все хорошо. Автомобиль оснащен 10 подушками безопасности. Здесь 7 режимов вождения. Из них один – это индивидуальный, 8-й. А что мне больше всего понравилось, так это вот это вот супер эко. Он активирует режим, когда вы в чисто электрическом режиме можете прокатиться еще там буквально 50 километров. Врубает все, там деактивирует полноценно. Такой total blackout, но чтобы вы доехали до точки. Прикольно. А в индивидуальном режиме вы можете сделать кучу поднастроек. Задние колеса подворачиваемые и, естественно, есть режим краба. Друзья, наконец, вот он момент настал, тест-драйв 9X. Лично я его очень сильно ждал. Ждал давно, но что хочется сказать сразу вам. Мне не нравится посадка. Если вы обратите внимание, у меня нога левая очень сильно согнута. Да, в моем ROX 01 нога тоже согнута, но здесь она еще сильнее у меня согнута. И в дальних поездках будет, конечно же, некомфортно. И вот если сравнивать его с тем же самым ROX 01, то там вроде как автомобиль такой, знаете, форм-фактор какой-то квадратный дизайн, то есть там оно вроде как бы и логично, что такое положение у вас кресла. Здесь же совсем нелогично. Автомобиль, ну, как бы он такой городской кроссовер. И, соответственно, здесь, мне кажется, должна быть посадка, должна быть возможность сдвигания кресла подальше назад. Сейчас, знаете, еду и ощущаю себя в этой машине водителем. Серьезно? Не владельцем, а водителем. Как будто бы вы все вот действительно начальники все, да, а я здесь водитель. То есть не глава семьи, а Нет, именно водитель? Именно водитель. А почему? А ты сейчас сядешь и скажешь свои ощущения. Вот у меня вот такие вот ощущения сложились. Обзорность, в принципе, хорошая. Зеркала нормальные. Обзор ничего не загораживает. Стойка немного великоватая, противоположная. Чуть немножечко бы хотелось бы, чтобы она поменьше была. Так, все хорошо. Зеркало заднего вида можно превратить в электронное зеркало. В принципе, у вас и задняя часть зеркала довольно широкая, то есть видно как без него, так, если вдруг у вас есть какие-то помехи, если у вас вдруг закрыто заднее окно, можно включить электронный вид. Прекрасно, здорово. Сверху футляр для очков, удобный. Редкость на сегодняшний день для автомобилей. Сейчас у меня кресло сдвинуто до максимума назад, как там расположился Антон. Насколько тебе там комфортно? Слушай, ну, я прям с тобой лежу, я бы так сказал. Знаешь, что интересно? Это первый автомобиль, где я под твое сиденье, под сиденье водителя, ноги прям могу засунуть чуть ли не по колено. Образно говоря, конечно. Ну, так или иначе, ну, это самое глубокое проникновение. Я даже тебя попинать могу там снизу. Вот такого я раньше не наблюдал. Задний ряд, друзья. Вот что меня здесь раздражает, так это вот этот подлокотник, который находится у двери. Каждый раз, заходя, выходя из машины, вам придется его поднимать, опускать, поднимать, опускать. Это решение ужасное, друзья. Ну, на мой взгляд. Я не знаю, что скажет Антон. У нас сегодня с ним, как вы поняли, полный диссонанс. Сидеть? Мне больше нравится, когда подлокотник сделан в дверной карте. Большой, комфортный. То есть сел, сюда руку положил и все. Заход, выход комфортный. Здесь из-за ширины салона подлокотник надо было делать очень массивным и широким. Тогда бы было бы удобно, но только взрослому человеку. А вот если ребенок, он бы все равно не дотянулся. Тогда вот эти два подлокотника, они плюс-минус, ну, хорошо. Когда едешь, с ними комфортно, соглашусь. Но вот этот вот заход-выход, постоянное дергание туда-сюда, а потом еще у тебя механизм сломается, и он не будет тебя держаться. И, блин, в общем, я не знаю, это не мое вообще. Вопрос спорный. Что мне не понравилось, по крайней мере, на тестируемом автомобиле, то, что, во-первых, кстати, здесь лучше дует.
Они нам подсунули на тест-драйв автомобиль какой-то предсерийный. Предсерийный, да. Ужасно, ребят. Я не знаю, почему так делается. Нам с тобой Zikr 8X подсунул кресло, вот коротышки такие. Да. И здесь мы сейчас ехали на тест-драйве, тоже кресла вот такие маленькие. Я сел в автомобиль просто... Друзья, они убили просто все мое желание снимать этот ролик. Я ехал сюда на таком позитиве, такой воодушевленный, думаю, 9X, Volkswagen, классный автомобиль выпустил, наконец. И тут приезжаю, сажусь в это кресло, которое давит, поджимает меня, и я в нем сижу некомфортно, пересаживаюсь на задний ряд, и на заднем ряду то же самое. Друзья, вы сейчас увидите с нашего тест-драйва, вот настолечко. Мы потом замерили 47, да, и 47 здесь 51. сантиметров, здесь 51. То есть на 4 сантиметра короче, и эти 4 сантиметра, они играют огромную роль. Просто огромную роль. Нет, безусловно. То есть почему так делают автопроизводители? Зачем они дают людям недоделанные автомобили для тест-драйва? Это максимально глупо. Я бы все понял, если было бы наоборот. Да. Тебе чуть лучше дают автомобиль для тест-драйва, а продают тебе чуть хуже. А там уж типа, увы. Ну, блин, это, конечно. В общем, если вы приезжали в Китай и делали здесь тест-драйв, то имейте в виду, что вы делали тест-драйв на предсерийном автомобиле. Задний ряд. Ребят, здесь у нас огромный телевизор. 21 дюйм, да. Он слишком огромный. Я считаю, что это прям лишнее. Но мне нравится, как они позаимствовали идею у Xpeng. Xpeng. Да. Такой угол открывания, он более удобный, потому что Zero Gravity, Да. ложишься, смотришь хорошо, заднего ряда тоже. Вот почему я говорю, что мне не нравится такой огромный экран, потому что он ворует у вас панорамную крышу. Чем больше экран, соответственно, тем больше нужно вот его как-то сюда вместить его. И тем меньше у вас места остается под панорамную крышу. Не всем нравится панорамная крыша раз, ты когда пользуешься автомобилем, у тебя постоянно закрыто два, Да. хотя у меня она всегда открыта, а ты говоришь, панорама нужна, но у тебя всегда закрыта. Три, в случае ремонта дешевле, наверное, когда она меньше. Она здесь не меньше. Остекление эта крыша полностью идет. Просто у тебя вот здесь вот эта часть, она вот она занимает так вот серединку. Не знаю, в общем, просто ты тут сидишь прямо перед экраном, перед этим, и вот 21 дюйм как-то как будто многовато. Хочется, да, прям назад. Мне понравилось, Вот когда оттуда. ты сдвигаешь кресло назад. Ага. Есть вот прям вот максимально можно отъехать назад. Сейчас я уперся, потому что опущен третий ряд. Но во время тест-драйва было прикольно. Сейчас я... Да, подниму. А я могу тут с экранчика все сделать. Да? Да, смотри, у меня Seats. Да, кстати, Выбираю ребят, третий вот эта фишка меня, честно, ряд, поразила еще на выставке. Position и типа вверх. Вот ты спрашивал, зачем они сделали два экранчика? Вот смотри, как удобно. То есть ты регулируешь свое кресло, этот свое. Я могу и твое Чуть вниз отрегулировать. вперед. Экранчик информативный. Самый жирный плюс этого экранчика, то что при переводе на английскую систему, и экранчик тут же переводится на английскую систему. да. До этого даже почему-то BYD не додумался. BYD. Вся система переводится. Да, вся, И везде. экран тоже. Еще один большой плюс этих экранчиков. Когда вы открываете дверь, вы видите изображение с камеры назад. То есть, если будет ехать какой-то велосипедист или мотоциклист, вы его увидите сразу. Да, и я по себе понял, что в любом случае, когда я открываю дверь, я всегда интуитивно смотрю на ручку. Ага. Я дергаю ручку Да. и сразу же вижу Да. изображение. Так вот, езжая назад, 小心左侧开门。 типа уперся. Еще назад. Прям хорошо. Места много. Места очень много. Автомобиль в этом плане комфортный. Но места много за счет того, что багажник съели, но об этом мы чуть позже поговорим. Здесь у нас, к сожалению, нет доступа к холодильнику. Вот это вот прям к сожалению, потому что все-таки, мне кажется, к холодильнику... Хотя, слушай, вот что бы ты выбрал? Чтобы у тебя был доступ сверху или чтобы он был сзади только? Только. Только Да. сверху. Вот я тоже сейчас подумал о том, что все-таки чаще-то ездит водитель. А можно без только? Можно как в BYD? Нет, вот если только у тебя. То есть, в принципе, наверное, ситуация такая не критичная. Сзади они сделали кнопочку, чтобы задний пассажир тоже мог открыть багажник, холодильник и достать напиток. Я надеялся увидеть розетку, Мгм. а ее нету. То есть Вот. 220 вольт мы с тобой не нашли по Это всему минус. салону. Это минус. Несмотря на то, что это у нас электромобиль, считаем, ну, грубо говоря, да, с увеличенным запасом хода, то, что здесь 900 вольт система, нету розетки. Как так? Это упущение.
Я хочу протестировать, Антон, третий ряд с тобой вместе. И здесь мы сейчас сразу видим, ребят, увеличение высоты, да. Ну, давай для чистоты эксперимента. Ты сядешь за собой 3 раза, а я за собой. Давай. Вот нравится мне эта приветственная педаль электрическая, она очень удобная. Порожек хороший. Идеальный вариант сейчас и возможность проверить радиус разворота. Шикардос. Слушайте. Потенциал. Фу. Всего лишь навсего 2 полосы. 4,85 метра. А заявлено, по ощущениям, как будто бы даже и получше. Слушайте, автомобиль действительно изнутри ощущается огромным. Вот капот, он прям массивный. И сам автомобиль не маленький. То есть, если, наверное, взять ощущение с тем же L9, то все то же самое. Там также массивно, все такое большое. По обзорности у меня вопросов нет. По рулежке и комфортности тоже вопросов нет. Динамика шикарная. Автомобиль действительно, он продуманный, сделан европейцами совместно с китайцами, или, можно сказать так, он сделан китайцами совместно с европейцами. Леша сказал, что он себя ощущает здесь, типа, как вот водитель. Не знаю, по мне так все домашненько, уютненько. Но вот сейчас возник нюанс. Я понимаю, что я хочу отодвинуться назад, потому что вот выступ вот здесь мне как-то, некомфортен. А тогда, если это двинусь назад, тогда мне руль нужно за собой потянуть, а он больше не тянется. Кстати, даже максимальная комплектация, регулировка руля механическая. Нехорошо, Леш, да? А вот я, кстати, здесь себя даже пассажиром не чувствую. Представляешь, Антон? Мне сидеть здесь некомфортно. Так, что началось-то? Вот на заднем ряду мне сидеть некомфортно. Он меня тащил на обзор этого автомобиля. Говорил: Антоха, это шик, это блеск, это красота, это вау. Я говорю: да не хочу, мне не нравится. Сейчас я в дороге переобуваюсь, так же, как и Леха. Получается, только он в более негативную уходит историю, а я в более позитивную. Ну и по подвеске, по плавности хода тоже вопросов нет. Едет она хорошо. И главное, тихо. Вот шумка здесь прям приличная. Стекла в круг двойные. Вот обратите внимание, какой шум сейчас будет. И это с учетом того, что вокруг, в принципе, ездят электромобили. Вот я не знаю, как Антон сказал, что он здесь развалился по-королевски. Вы обратите внимание, насколько у меня ноги висят за краем сиденья. У меня только задняя точка расположена на сидушке. Понимаете? Все остальное у меня висит. Ты сейчас сел так, когда я максимально назад отодвинул сиденье и сделал его некомфортным для посадки. Ты подвинься. В смысле некомфортным сиденьем? Приподнимись. Куда приподняться? А насчет длины, да. Сейчас мы проверим уже более детально в салоне. И вот сейчас, после тест-драйва, я хочу сказать вам, что сиденье уже в серийном образце, оно гораздо лучше, чем в том, что было у нас на тест-драйве. Здесь оно меня не жмет, здесь оно шире. Здесь, кстати, обратите внимание, нога даже моя расположена лучше, дальше как будто бы. Слушайте, совсем другое дело вообще. Задний ряд сюда. Здесь я сейчас настрою сиденье второго ряда под себя, опять же, то есть сам за собой. Вот так вот. И третий ряд. Слушайте, я почти поместился. То есть я могу так ехать при желании, при необходимости. Потому что у нас были автомобили, где прям я не помещался 3 раза сам за собой. А если я сдвину кресло немного вперед, что в принципе можно, да, либо наклоню спинку, то я помещусь хорошо здесь. Высоты хватает. Единственное, что сиденье, сам диван расположен низко к полу, и у вас, сами видите, да, ноги к ушам. Ну смотри, какая огромная разница между тобой и мной, да, по коленкам. Угу. Я-то плюс-минус так далеко уеду. Я за собой сел 3 раза. Угу. Здесь я оставил место под 1,5 кулака. Угу. И здесь у меня, палец поместится. То есть я не упираюсь. Я прям свободно могу сидеть. Да. То есть для людей 1,77 м, 1,78 м вполне даже комфортно будет. Комфортно. Третий ряд у нас подогрев, вентиляции здесь нету. Везде в остальных у нас есть вентиляция, подогрев, массаж. Вот. Здесь у нас третий ряд электрический привод имеет. Угу. Можно все это поднимать, опускать. Сейчас мы с багажника вам покажем, продемонстрируем. В общем, как-то так. Дефлектор, Антон.
Где? Вот их спрятали, вот здесь, они есть. Есть. Да, эту душегубку решили прикрыть, потому что в ID6 невозможно ездить на третьем ряду. Это чисто номинальное такое, чтобы тебе куда-то там быстренько перепрыгнуть, Да. вот, либо в нежаркую погоду. Здесь комфортно, здесь супер, здесь мне нравится. Что бы я хотел сюда добавить? Ну, наверное, только вентиляцию сиденья, а в остальном-то мне все окей. Ну, как мы знаем, вентиляции практически нигде не бывает Да. на третьем ряду, поэтому... Ну, естественно, про Type-C и подстаканники не забыли. Багажник, друзья. 210 литров вот в таком состоянии. Но если мы сложим два кресла, кстати, все происходит в автоматическом режиме, нажали кнопки, у вас средний ряд встал в нужную позицию и спинки опустились. И вот так у вас получается 1014 литров. Как бы вроде неплохо, но мы видели больше. И есть подпол. И, к сожалению, даже здесь нету розетки. В общем, розетки в салоне внутри вообще нету нигде. Так как в автомобиле есть пневмо, корма опускается при открытии крышки багажника. Также есть кнопки управления высотой задней части автомобиля. Пневмо, кстати, здесь двухкамерная, между прочим. Вот чего я не понял в этом автомобиле, так это звука открытия багажника. Вот это сейчас что было? А теперь давайте замерим салон. Спереди 1,53 м, сзади 1,53 м. Слушайте, салон-то просторный. Антон аж засвистел. Третий ряд по бедрам 106 мм, по плечам 138. Подняли автомобиль в самое верхнее положение под батарейкой 30 сантиметров. 30. Но это, конечно, не самая низкая часть. Вот низкая часть у нас крепление порогов. 22,5 сантиметра. Опускай, Антон. Под батарейкой 19 сантиметров. А вот самая нижняя часть 11 сантиметров. Вот у нас автомобиль, который предназначен какому-то владельцу счастливому. Мы его протестируем. Тест на вшивость. Из чего состоит корпус у нас? Задняя дверь оцинкованная и пороги оцинкованы, ребят. На порогах, кстати, толщина краски хорошая, 95. Здесь везде 110-120. Тест пройден. Брать или не брать, Антон? В эту же стоимость ты не сможешь приобрести L9. Тот же старый L9 будет дороже стоить. Здесь же новый виток развития гибридного автомобиля среди европейцев. И мне это нравится, куда они идут. Здесь хорошая батарейка, больше, чем у L9. Здесь хороший, генератор, который все понимают. Хотя и у Илишки тоже нормальный генератор от Peugeot, грубо говоря. Все работает здесь хорошо. Здесь есть минусы, да есть и плюсы. Вот я тоже считаю, что правильно сравнивать его с L9. Действительно, это вот как альтернатива такая. Да, мы еще с тобой знаем, что множество до сих пор то людей говорят, ну вот это ваши китайцы. Это не китаец, это европеец. С азиатской ноткой. Почти. С азиатской ноткой такой, да? Сегодня после нашего обзора у меня сложилась такая мысль, что если бы он стоил чуть дешевле, вот 280 до 320, может быть, Батенька, вот так. вы зажрались. Конкуренция, батенька. Конкуренция. 320 тысяч за среднюю комплектацию, в которой есть все нужное, без излишеств. Вот ее достаточно. 325,2 метра, огромная батарейка, хороший бензогенератор, шикарный салон. Leapmotor D19, ребят. Leapmotor — это убийца убийц по, знаешь, соотношению того, что тебе дали в автомобиле, сколько тебе дали за этот автомобиль и тому подобное. Тут без вариантов. Тут весь Leapmotor такой. Единственное, друзья, если все-таки вы думаете про Leapmotor, Leapmotor пока нельзя вывозить из Китая. Да. Да. Ограничение стоит на него. А это, пожалуйста, можно. Да, официально можно вывозить, есть разрешение. Ну и знаешь, ехать по дорогам России на Leapmotor и ехать на Volkswagen, это тебе не хухры-мухры. Друзья, а на этом у нас все. Напишите ваше мнение в комментариях. Нам интересно всегда почитать, что вы думаете про Volkswagen ID Aero 9X. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Мы есть везде. Жамкайте везде колокольчик и живите долго и процветайте. А с вами, как всегда, была компания Panda из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Антох, что за новые фразочки? Живите долго, процветайте. Таков путь.